Стоял сентябрь, и небо над панельными многоэтажками раскрасилось в серые тона. Вика шла из школы, пиная мелкие камешки, руки глубоко в карманах потертой куртки. Сегодня Петька из 9 Б снова обозвал ее чучелом из-за стрижки, которую мама сделала ей на кухне неделю назад. Экономия — ничего не поделаешь. В свои 13 Вика уже знала, что жизнь — не сказка. Мама работала на 2 работах, бабушка болела, а про отца она знала только то, что он свалил, когда пузо у мамы только начало расти. Вика научилась справляться. В школе ее побаивались за острый язык и привычку бить без предупреждения. «Задира», — говорили учителя. «Трудный подросток», — вздыхала школьный психолог. Дома было пусто. На холодильнике записка: «Буду поздно, разогрей суп. Целую, мама». Вика скривилась, швырнула рюкзак и включила старенький телевизор. Звонок в дверь раздался, когда она уже заканчивала домашку по алгебре. На пороге стоял высокий мужчина с щетиной и в кожаной куртке. Он улыбался неуверенно, переминаясь с ноги на ногу. «Виктория?» — спросил он, и что-то в его глазах заставило ее напрячься. «Ну, я. А вы кто?» «Меня зовут Игорь. Я твой отец». Вика моргнула. Потом еще раз. А затем просто захлопнула дверь. «Открой, пожалуйста». Голос из-за двери звучал почти умоляюще. «Я понимаю, это шок, но...» «Ничего ты не понимаешь», — заорала Вика, прислонившись спиной к двери. «Вали отсюда. Я поговорил с твоей мамой. Она сказала, что ты дома. Врешь? Позвони ей, если не веришь». Вика, не отходя от двери, набрала маму. Та взяла трубку после 5-го гудка. Дорогие друзья, мы очень просим вас подписаться на наш канал, поставить лайк и оставить комментарий. Это действительно сильно нам помогает. Спасибо вам за то, что вы с нами. «Мам, тут какой-то мужик говорит, что он...» «Это правда», — перебила мама тихим голосом. «Это твой отец. Он вернулся». Мир вокруг покачнулся. За 13 лет Вика построила в своей голове образ: отец-подлец, бросивший беременную женщину. Герой ее злости, фантом, виноватый во всем, от прохудившейся крыши до сломанного велосипеда. И вот этот фантом стоял за дверью, живой и настоящий. Она медленно открыла дверь. 5 минут, — сказала она, — а потом убирайся. Игорь сидел на кухне, крутя в руках чашку с чаем. Вика стояла у окна, скрестив руки. «Я не знал о тебе», — начал он. «Твоя мама не сказала мне. Мы поссорились. Я уехал в один город, а потом в другой. Строил мосты, жил в вагончиках». 15 лет строил?» — съязвила Вика. 13, — поправил он. И нет. Я запутался. У меня была другая семья. Они погибли 3 года назад. Авария. Он замолчал, и в этой тишине Вика вдруг увидела, что у него такие же, как у нее, морщинки между бровей, когда он хмурится. «И что теперь?» — спросила она, стараясь, чтобы голос звучал равнодушно. «Решил вернуться, когда стало одиноко?» «Я хочу узнать свою дочь», — просто сказал Игорь. «Если ты позволишь». Вика фыркнула. «Перебьешься». На следующий день Игорь ждал ее у школы с мороженым. Вика прошла мимо, сделав вид, что не заметила. Он появился снова через день и через 2. На 5-й день она не выдержала. «Ты что, преследуешь меня?» «Нет», — ответил он спокойно. «Я просто прихожу туда, где могу тебя увидеть». «Это называется преследование, придурок»,
Хорошо. Он пожал плечами. Тогда я тебя преследую. Знаешь, я тоже был таким. Каким? Задирой. Она хмыкнула и взяла мороженое. Петька подкараулил ее возле школьного туалета. С ним были еще двое. «Эй, чучело!» — начал он, но закончить не успел. Вика с разворота дала ему пощечину, как учил ее новоявленный отец, чтобы неповадно было. Петька взвыл и толкнул ее к стене. «Ты чё? Совсем борзая?» «Проблемы?» — раздался низкий голос позади. Игорь возник словно из ниоткуда, положив тяжелую руку на плечо Петьки. «У вас трое на одну. Нечестно получается». Петька побледнел и отступил. «Ничего, дядь, мы уже уходим». Когда они остались одни, Вика пробормотала. «Я бы и сама справилась». «Знаю», — кивнул Игорь. «Но иногда приятно знать, что есть подкрепление». Вика не заметила, как они начали общаться. Сначала это были короткие встречи после школы, потом прогулки по парку, потом он стал заходить на ужин. «Он хороший человек», — сказала мама однажды вечером, когда они мыли посуду. «Просто потерянный». «А мы типа нет?» — огрызнулась Вика. «Мы все немного потеряны, доча», — вздохнула мама. «Вопрос в том, хотим ли мы найтись». В октябре Игорь взял их на рыбалку. Вика никогда не рыбачила и долго ворчала, что это тупое занятие для стариков. Но когда удочка дернулась и на крючке затрепыхался серебристый окунь, она завизжала от восторга. Вечером у костра, когда мама уснула в палатке, Игорь рассказал ей про свою жену Лену и пятилетнюю дочь Машу. Про то, как их машину снес грузовик на трассе. Как он пил почти год, а потом решил найти свои корни. «Знаешь, что самое страшное?» — спросил он, глядя на огонь. «Я такой же трус, как мой отец. Он тоже нас бросил». «А я думала, что я в тебя, такая колючая», — неожиданно для себя сказала Вика. Он посмотрел на нее, и в его глазах блеснули слезы. Наверное, так и есть. В ноябре у Вики был день рождения. 14 лет. Игорь подарил ей велосипед и неуклюже обнял. Она напряглась, но не отстранилась. «Спасибо, папа», — произнесла она впервые, пробуя слово на вкус. Он покраснел и отвернулся, но она успела заметить, как дрогнули его губы. Жизнь не стала сказкой. Мама все так же уставала на работе, в школе все так же были проблемы, бабушка все так же болела. Но что-то изменилось. Вика больше не чувствовала себя брошенной. Иногда она срывалась на крик, иногда запиралась в комнате, отказываясь говорить с отцом. А иногда они вместе смотрели старые комедии и смеялись над одними и теми же шутками. Перед Новым годом она впервые привела домой подругу, Лизу. Раньше стеснялась тесной квартиры и отсутствия модных вещей. Но сейчас, когда Игорь рассказывал байки со стройки, а мама пекла пироги, ей вдруг стало все равно, что подумают другие. «У тебя классный отец?» — сказала Лиза, уходя. «Повезло». Вика хотела по привычке огрызнуться, но вместо этого просто улыбнулась. «Да, наверное». В тот вечер она долго стояла у окна, глядя на падающий снег, и думала о том, что, может быть, жизнь не сказка, но иногда в ней случаются чудеса. Даже для таких задир, как она. Дорогие друзья, мы очень просим вас подписаться на наш канал, поставить лайк и оставить комментарий. Это действительно сильно нам помогает. Спасибо вам за то, что вы с нами.